зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет! Сегодня на обзоре очередной радиомикрофон Петличка от Fifine, модель M9. Вот так выглядит коробочка, в которой он приехал. Немножко потрепала почта, но в принципе все как бы и целое. Внизу имеется какая-то наклеечка с двумя адресами: Франция, Англия. По идее, данные микрофоны шли куда-то на экспорт, да? И каким-то чудом приехали в Беларусь. Вскрываем, смотрим, что у нас внутри. Внутри находится вот такой вот бокс или кейс, брендированный, Fifine. Все красиво. И, друзья, инструкция. Инструкция, конечно же, не на русском языке, но здесь вот по картинкам все настолько досконально понятно, просто и интуитивно. Все по картинкам буквально расписано и показано, что, куда и зачем. Так, ну и вот наш кейс-бокс, не знаю как назвать, тоже очень все качественно сделано, красиво, четко, аккуратно и брендировано. Вскрываем, смотрим и наблюдаем вот такую вот картину внутри. Такая вот комплектация. Ну что ж, начнем с этого кармана доп. Аксессуаров. Давайте вынимаем первый кабелек. Здесь обязательно читаем фон, телефон. Вот такие разъемы. Один трехконтактный, второй четырехконтактный. Это в приемник, это в телефон. То есть где надпись, то к девайсу. Следующий кабелек у нас идет для камеры, видите, подписано. Этот конец в камеру, этот в приемник. Ну и вот так это все дело у нас, собственно говоря, выглядит. И третий переходничок, уже переходничок именно для смартфонов по Type-C. Видите, фон, здесь Type-C, здесь трехконтактный разъем для приемника. Дальше в комплекте две вот такие вот, друзья, мохнаточки, ветрозащиты, два кролика, как я их называю. Вот с таким вот разъемчиком для подключения к микрофону. Сейчас это все дело мы с вами попробуем проверить. И здесь кабель зарядки Type-C USB-A. Тут буквально 40 сантиметров этого кабелька. Ну и вот так вот выглядит наш уже бокс, в котором находится два микрофона и приемник. Шкала с индикатором зарядки. Вот с задней стороны разъем для зарядки Type-C. Ну и что, вскрываем, смотрим. Вот так это все у нас, друзья, с вами выглядит. То есть, видите, все уже как бы заряжено, ничего нигде не горит. Если мы предостанем, вот все горит у нас зеленым цветом при зарядке. Вынимаем приемник, вынимаем микрофон, вынимаем приемник. И смотрим. Канал А, то есть левый канал у нас сразу сконнектился. Микрофон, приемник. Так, пробуем мохнаточку нашу, да, одеть. Вот смотрите, здесь такие хитрые вырезы, поэтому надо как-то найти положение мохнаточки этой, всунуть на место и провернуть немножко по часовой стрелке. Ну и получаем прикольного такого улыбастика, человечка в такой прикольной шапочке, даже с одним синим глазом. Вот. Так, что у нас по микрофону? Прищепка. Кнопочка для соединения, если вдруг они развяжутся между собой. Микрофон, приемник. Кнопка шумодава, шумоподавление. Нажимаем, включаем, нажимаем, отключаем. С этой стороны кнопка питания. Включено, выключено, то есть включить, отключить микрофон. И если вам надо, допустим, чихнуть во время записи разговора, нажимаем, смотрим на индикатор. Видите, в красный цвет перешел, что значит, что звук у нас не записывается, просто тишина. Чихнули, включили, дальше ведем свой репортаж. Ну и внизу у нас разъем для зарядки Type-C и плюс два контакта для зарядки вот именно непосредственно в боксе. Все это дело было заклеено, друзья, вот такими вот пленочками для транспортировки. Что касаемо приемника, ну то есть, я думаю, вы поняли. Раз соединился, значит горит, не соединился, значит мигает. Есть индикатор заряда аккумулятора. Вот этот вот значок выключения. Значок MS это моностерео. Да, наши два микрофона могут работать в стереорежиме. То есть вот эта кнопочка. Нажимаем, включаем стереорежим. Нажимаем, отключаем. Просто монорежим. Имеется прищепка. Прищепка рассчитана опять же на горячий башмак камеры. Вот наша камера. Берем и вставляем в горячий башмак. Вот так это все дело выглядит. Ну и вот, собственно говоря, на камере. Берем соответствующий провод.
микрофон. Так, где наша камера? Камера. Вот камера. Значит, что делаем? Вставляем в микрофон камеры. Ну и второй джек вставляем в разъем приемника. Ну и получаем следующий вид. Все, в принципе, как и в прошлом микрофончике. Вот сразу, друзья, скажу, что данный микрофон скорее более заточен под камеру, нежели под телефон. Почему? Потому что, смотрим, выключаю данный проводок, берем проводок для телефона, подключаем в приемник, приемник из камеры снимаем и берем телефон. Только таким образом все это у нас, друзья, подключается. Никуда не крепится. Вот это для меня огромнейший минус. Нашел выход вот таким образом. То есть беру прищепкой за разъем и вот как-то так. Ну и вот тогда как-то более-менее удобно всем этим делом пользоваться. Вот как есть, так и показываю. Так, отключаем. Далее, что у нас по управлению? Значит, имеется опять же два канала А, Б. Эти кнопочки управляют громкостью записи вашего голоса. То есть, если мы нажмем кнопочку канала А, мы добавим громкости. Еще раз, по максам громкость. Еще раз, самый низ. То же самое и с кнопочкой Б канала. Здесь кнопка, опять же, для связи и соединение нашего микрофона с нашим приемником. На этом как бы все с обзором, да. Я давайте немножко расскажу по характеристикам, то есть какие, где у нас установлены аккумуляторы. В микрофоне у нас установлены аккумуляторы 150 мАч, 3,7 вольта. В приемнике у нас установлен аккумулятор 280 мА, 3,7 вольта. В боксе установлен аккумулятор 1200 мА, 3,7 вольта. Микрофон непрерывно может работать в районе 6 часов. Ресивер может работать в районе 12 часов. Зарядка. Микрофон заряжается 1,5 часа. Приемник заряжается 1,5 часа. И сам зарядный кейс заряжается 2,5 часа. На этом, наверное, все, что я вам хотел показать по комплектации. А теперь давайте по-быстрому на горячую просто снимем и подключим данный микрофон к моему телефону. Опять же, друзья, снимаю на телефон Xiaomi 13T Pro. И как говорил в прошлом обзоре, скажу и теперь, что все буквально радиопетлички имеют в моем телефоне какой-то искаженный звук. Вот, поэтому я, наверное, дам даже такой совет. У кого телефон Xiaomi 13T Pro, наверное, не покупайте вы вообще никаких радиопетличек. То же самое касается и проводного. Может быть, кто-то, друзья, узнал, в чем причина такого, так как в интернете есть не одна статья по данному вопросу, почему такой плохой звук именно вот в этих телефонах. Так как в этом телефоне звук нормальный. Камера пишет идеально. И плюс ко всему, вот ни на этом телефоне, ни на Xiaomi 13T Pro я не смог добиться записи в стереорежиме. Не знаю почему, возможен брак кабеля, может быть еще что-то, но вот как-то так. На камеру запись в стереорежиме происходит просто замечательная и чудесная. Вот пойдем на улицу тестировать, уже буду производить запись на эту камеру, и вы будете слышать звук с данной камеры. Итак, друзья, вышли мы на улицу, решили никуда не ехать, вот в своем собственном саду. А то у нас сегодня то солнце, то дождь. Значит, в данном случае на мне вы видите два микрофона. Микрофоны включены в стереорежиме. Все это дело я сделал для того, чтобы нам с вами проверить, работает или не работает стереорежим. Снимаем на камеру Canon. Вот в обзоре я, по-моему, упоминал, что стереорежим на моем телефоне просто отказывается работать. Не знаю, кто виноват. Вот, если кто-то что-то знает, пишите в комментариях. Вот, давайте для проверки я сейчас отключу звук правого канала. Мой голос вы сейчас должны слышать только из левого канала. Включаю правый канал и отключаю левый канал. Звук и мой голос, соответственно, вы должны слышать только с правого канала. Включаю оба микрофончика назад. Вот. Ну и сейчас с вами проверим шумоподавление. То есть я взял с собой винтоверт. Вот таким образом будем шуметь. Будем шуметь и одновременно говорить. И вот при этом всем шуме гамме я включу режим шумоподавления. Вот такой вот режим шумоподавления. Так он работает. Немножко голос как роботизированный. Но
уже что-то можно слышать, и отлично давится вот этот вот шум винтоверта. Думаю, друзья, достаточно. Выключаем шумоподавление. И теперь переведем наш микрофон в режим, ну просто в монорежим. Для этого я сниму микрофончик один, отключу его кнопкой выключения, удержание более 3 секунд. Все, микрофончик наш потух, и у нас на приемнике включен монорежим. Так, положу винтоверт. Ну что ж, давайте проверим и дистанцию. Производитель заявляет 50 метров. Ну, я здесь 50 метров до забора, наверное, не пройду, но метров 25-30 пройду, и мы с вами посмотрим на, так сказать, качество звука и будет ли он прерываться, когда я буду стоять спиной к приемнику. Погнали! Вот такой у меня садик. Что-нибудь буду вам говорить, рассказывать. Тоже собрались сегодня делать съемку, и как назло пошел дождик, как и в прошлый раз, при съемке прошлого микрофона. Но немножко подождали, дождик, как говорится, перестал. И мы выползли с вами вместе, да, на улицу. Так, друзья, прошел я вот примерно 25-30 метров до забора. Надеюсь, меня хоть как-то там сынишка увидит, поснимает. Иду обратно. Звук я уже проверил, прерываться не должен. То есть работает все четко, качественно. В принципе, я думаю, и на 50 метрах будет точно так же. Но на 50 метрах производитель заявляет открытую местность. То есть моя спина, вероятно, уже будет мешать и как-то прерывать звук. Значит, что хочется сказать, еще не сказал. Значит, когда мы включаем режим шумоподавления на одном микрофоне, то этот режим, соответственно, включается и сразу на обоих микрофонах. На сегодня, друзья, все. Будем с вами прощаться. Огромного здоровья, всех благ. Пока-пока. И спасибо, что были со мной. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось.